Дорогие друзья, в этом видео я хочу поговорить о том, куда вы переводили свои деньги, с кого вы в конечном итоге будете их взыскивать. Кто и по закону, и по человеческой совести должен вам их возместить. Значит, смотрите, когда вы имеете дело с мошенниками, вам говорят перевести деньги на карту, может быть, вложить их в банкомат и перевести по номеру счета непосредственно, через систему быстрых платежей по номеру телефона. В принципе, это не важно. Важно то, что эти карты, куда вы переводите, они не имеют никакого отношения к мошенникам, кроме как коммерческое партнерство, у них. Эти карты напрямую не имеют никакого отношения к мошенникам. Вас обманывали, да, действительно мошенники. Это одни люди, если так можно их назвать. А те, кто предоставил вам карты, это совершенно другие люди. И поэтому, когда вы пишете заявление в полицию, вот многие спрашивают, полиция будет искать первых, самих мошенников. Когда вы подаете в гражданский суд взыскать неосновательное обогащение, это то, что я рекомендую делать, это уже вы имеете дело с другой совершенно организацией, это другие люди. Давайте посмотрим первое, что за карты, куда они берутся, кто эти люди, о которых мы знаем только фамилия, имя, первая буква имени, или наоборот, когда там переводишь. Давайте с вами вместе посмотрим. Значит, смотрите, это каждый из вас может, в принципе, практически, наверное, каждый без особых сильных познаний может сюда зайти. Где я нахожусь? Что это за сайт? Это Darknet, самый известный сайт, связанный с грязными деньгами, всякими там серыми, черными темами, обналом. И то, что происходило в вашем случае, вы не знаете этого, но вы столкнулись с обнал-сервисом. Посмотрите просто самую главную страницу этого сайта. Называется он Dark Money. Вот на первой странице это все идет реклама. Почитайте просто. Дебетовые карты премиум. Дебетовый обнал у Тони. 1000 карт в наличии под любые цели. Дебетовые карты, реклама там актеров вставляет. Вот. Хочешь попасть в мир обнала, но не знаешь, с чего начать, то есть это обучение продают. Грязных денег, наверное. Еврокасса. Вот про Еврокассу, кстати, писал Сбербанк в своем расследовании, когда они офис мошенников накрыли, взяли компьютеры на проверку и нашли там про Еврокассу. Переводы, отзывы, что там. Все, давай, нет времени, будем работать. Удобные выплаты. Вот просто можете посмотреть, какие цветные, красочные рекламы. Есть причина, почему они такие красочные, потому что на этих форумах очень часто используют всякие левые там поддельные сайты, отрисовка. Вот. Физические лица, сим-карты, гарантия от блоков. Это, кстати, спасение для вас. Крупная организация, которая обналичивает деньги, это Тарантино Обнал Сервис. Вот Сбербанк про них тоже писал вместе с Еврокассой. Объявление вы потом почитаете. Я сейчас хотел там чистый обнал, господи, грязных денег. Как звучит. Я хотел сейчас просто показать вам другое. То есть, смотрите, среди мошенников тоже есть свои законы, свои правила. И вот мы сейчас вместе с вами можем их посмотреть. Я просто здесь уже до этого подготовил, чуть посмотрел. Давайте так. Деньги, которые вы переводили, вот здесь прям термины используются, на дропов. Дроп — это лицо, оформляющее на свое имя определенные финансовые инструменты и дающее согласие на использование этих инструментов третьими лицами в своих целях. То есть дроп — это тот, кто оформил карту и дает согласие, чтобы ей пользовались. Кто такой дроповод? То есть представьте, какая цепочка. Вы перевели дропу. Он вообще вот просто открыл карту, дал согласие. А разговаривали вы с мошенниками, которые вообще не с этой организации. Это другие. Это сейчас вы поймете кто. Дроповод — это лицо, непосредственно занимающееся наймом дропов, получающее от дропов материал, карты, фирмы, то же самое, компании там бывают левые открывают, и расплачивающие с ними за этот материал согласно имеющимся договоренностям. Таким образом, дроповод несет перед дропами финансовые обязательства. Дроп, в свою очередь, несет перед дроповодом обязательства по выполнению заключенных договоренностей касаемо сроков работоспособности карты. То есть дроп, когда открывает карту, он еще дает гарантию, что если месяц он ее не будет блокировать, не будет воровать баланс, даже такое есть. Потому что многие, вы перевели деньги, и вы не знаете их дальнейшую судьбу, но многие дропы чисто открывают карты и ждут, чтобы на них пришли деньги, чтобы кинуть в конечном итоге мошенников, оставив деньги себе. Потому что здесь правила, они прям пронумерованы, это выглядит прям какой-то кодекс, закон. Кто такой дальше? Кто такой селлер? Это лицо, забирающее материал у дроповода, расплачивающееся с ним в соответствии с имеющимися договоренностями и перепродающее материал заказчику. Селлер несет перед дроповодом финансовые обязательства. Дроповод несет перед селлером обязательства по выполнению
выполнению заключенных договоренностей. Дроповод, таким образом, отвечает перед селлером за работоспособность материала. Это просто как конституция криминального мира, я не знаю, как это назвать. Заказчик. Это уже те люди, с которыми вы разговаривали. Либо это обнал-сервис. То есть мы сейчас посмотрим объявление. Давайте почитаем, просто прочту. Заказчик – конечный потребитель материала, карты. Кто будет ей пользоваться в конечном итоге? Заказчик несет перед селлером финансовые обязательства. Селлер несет перед заказчиком обязательства по выполнению заключенных договоренностей. Селлер таким образом отвечает перед заказчиком за работоспособность материала. Необходимо принять во внимание, что данные категории довольно-таки условны. Они по сути обозначают лишь отношения друг к другу участников сделки. И если селлер берет товар у другого селлера и отдает третьему, то они относятся друг к другу как к дроповод к селлеру, то есть как покупатель к продавцу. Права и обязанности, то есть здесь у них какие-то гарантии между собой. Значит, права и обязанности заказчика. То есть заказчик это тот, кто в конечном итоге скупает много карт. Тот, с кем вы разговаривали. И чаще всего это вот эти вот яркие, пестрящие объявления. Это все заказчики. Давайте возьмем просто любой. Мистер Голд. По-любому это будет про обнал. Значит, этот Мистер Голд заказчик. И он кидает объявление, что он покупает карты. Селлеры, вот эти, которые там написаны, либо дроповоды находят много-много дропов, берут у них эти карты. Здесь требования там есть, в их законах, в кодексе там есть требования касаемо того, что к картам должны прилагаться сим-карты. То есть они собирают большие там пакеты, там по 10, по 15, по 20 карт и передают конечному заказчику. Мистер Голд. Стоимость 3 миллиона депозит. Что это значит? Это значит, что вот этот вот Darknet гарантирует, что есть Мистер Голд вот этот вот внес на какой-то счет, на какую-то тоже карту, где там между ними, как они это решают, 3 миллиона, и если у него что-то не получится в том, что он здесь обещает, то он спокойно сможет возместить за счет своего депозита. Значит, гарантирует, что его карты банк не заблокирует. Вот вам звонит колл-центр, вам звонит брокер и говорит, переводите там нашим кассирам. Это вы переводите мистеру Голду. Мистер Голд уже своими способами берет 15% с этого, либо 20%, и остальное в виде биткоинов переводит вот этим колл-центрам или брокерам. Иногда такое бывает, что вы переводите деньги и их блокируют. И, соответственно, колл-центр брокеры не могут получить, потому что мистер Голд говорит, да, деньги ваши пришли, но их банк заблокировал, я за это не отвечаю. Вот этот парень отвечает за то, что карты не заблокируют. Не знаю, какую гарантию он дает, хотя потому что это невозможно, все карты блокируют в конечном итоге. Профессионально предоставляю услуги обнала. Опытная команда с неограниченным количеством нового материала, новых карт получается. Гарантия от блоков. Происхождение денежных средств значения не имеет. Речь идет про обнал. То есть вы даже не знали, вы думаете, меня кинул брокер. В вашей голове, наверное, слово обнал звучало, как вот показывают по телевизору, там какие-то мошенники обналичивают деньги с фирм, чтобы не платить налоги. Вот здесь, на этом форуме, хотя это тоже жесткий криминал, очень строго наказывается в нашей стране, это здесь считается белая тема. То есть это вообще карты спокойно под эти нужды продаются, тут вообще под минимальный процент. Колл-центр, брокеры, это считается уже черная тема. И вот наш мистер Голд пишет, что происхождение денежных средств значения не имеет. Как бы не особо за это переживаю, но я вам просто реально говорю, за такие обзоры не то, что могут убить. С этими ребятами шутки плохи 100%. Принимаем NFC, кассы, переводы, кэш-ин. NFC, кстати, что это такое? Вот иногда бывает, когда вам звонит служба безопасности банка, и вы получаете кредит и несете их якобы на безопасный счет, вам дают способ не перевод на карту, а пополнение через терминал. То есть вот это называется NFC. Работаем 24/7 с банками, Альфа-банк. Принимаем сим-карты от 20%. Сим-карты что значит? Иногда мне говорят люди, я переводил на МТС-банк по номеру карты. Вы на самом деле не на МТС-банк, это МТС-банк, просто в МТСе как сделано? Ты симку, если покупаешь, дроп может просто сим-карту продавать. И к нему сразу автоматом идет виртуальная карта. Ее просто не все оформляют, видят, но она есть. Если у вас сим-карта МТС, то вы можете этими деньгами пользоваться как обычными деньгами. Это не значит, что сотовый тариф пополнили. Денежные переводы от 30%. То есть, если это именно перевод на карту
Вот вы переводите на карту, это они берут 30%. Прямая ссылка на Telegram. Я могу, конечно, ему там попробовать написать, если это возможно. Что ответит, я не знаю. Я просто не знаю, честно, как они им там пишут. Кстати, вот у меня здесь открыто разоблачение. Кто не видел, тоже вот мошенники, колл-центр Бердянск. Это когда российские войска вошли в город Бердянск, они нашли много брошенных офисных зданий, в которых раньше располагались вот эти колл-центры. То есть фактически сотрудники колл-центра, когда вошли российские войска, все бросили, компьютеры полностью, рабочие места оставили в том состоянии, как вот они работали. И туда вызвали службу безопасности Сбербанка, которая они производили проверку, что там было. То есть нашли полностью на серверах всю информацию, как они обманывали, полностью раскрыта структура, схема, как нанимали на работу. Для тех людей, нас, россиян, это просто гордость, наверное, обмануть. Организационная структура, как это выглядит, название, там, клоузеры, звонари, вот отчет они скидывают, типа техподдержка, сколько денег не заработали, как все происходило, базы, программное обеспечение, оператор первой линии, клиент банка, то есть оператор первой линии вам звонит под видом типа там полиции, оператор второй линии, типа как переводит на кого-то, клиент банка дает данные дропа вот этого, который вообще не в курсе, обнал сервис переводит руководителю колл-центра. Кстати, вот они здесь тоже дальше, насколько мне известно. Это вы, наверное, видели такие все часто, когда там вам удостоверения скидывают. Мошенники некоторым людям скидывают четко отрисованные вот такие удостоверения, чтобы подтвердить, что они действительно общаются с сотрудником банка, сотрудником полиции. Многие верят, многие люди не знают, что это все можно здесь вот нарисовать. Вот они начинают писать про этого Тарантино, с этого сайта, вот, где мы, в принципе, сейчас с вами были. Условия полностью обнала. Так вот, в общем, схема такая. Вы переводите деньги дропу. Дроп на территории Российской Федерации, это мы знаем тот, кто предоставил какой-то финансовый материал для работы обнал сервиса. Обнал сервис дальше переводит биткоин кошелек. Все это идет мошенникам. Вы общаетесь с ними напрямую. А цепочка вот такая. И когда вы пишете заявление в полицию, вы пишете, чтобы нашли вот этих ребят и арестовали, грубо говоря. Вам нужно через гражданский суд взыскивать деньги с дропа. Все, он вам должен. Дальше не существует никого, вам не важно. Мошенников этих не найдут. Это дело уголовное приостановят во всех случаях, без исключения. По 208 статье Уголовно-процессуального кодекса, в связи с тем, что не могут установить его местонахождение, или иногда вообще лицо не могут установить, кто это. Обнал сервис, все, они свою работу сделали, им вообще пофигу на этого дропа. Вы должны подавать в суд на него, взыскивать деньги с него. Посмотрим, ничего нам не ответил там. Пока ничего не ответил. Мистер Голд. Но был недавно. А так вообще, друзья, посмотрите, как этот рынок пестрит. И вот это я отвечаю на вопрос, кому вы перевели деньги, кто вас обманул, кому вы перевели деньги. Этот путь вы не могли знать, не видели, как это все происходит. Будьте аккуратнее, всем своим близким расскажите, что нельзя открывать на себя карту, Вот он, современный криминал находится здесь. Сейчас уже никто не стреляет. Дорогие друзья, с вами был Тарасов Илья Борисович. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. И если кто-то столкнулся с ситуацией, когда их обманули мошенники, неважно под каким предлогом, у нас есть телеграм-бот помощи, который мы сделали. Мы поможем людям, в подавляющем большинстве случаев можно помочь хотя бы просто консультацией. Обращайтесь, и уже какой-то просвет в вашей жизни после этого всего будет. До свидания.